Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как регистрировать автомобиль на территории Словении. Очень часто иностранцы и сами словенцы предпочитают купить автомобиль не в Словении, а за границей. И чаще всего покупают автомобиль в Германии. Перед тем, как мы начнем с вами обсуждать этот процесс, хочу предложить вам свою помощь в прохождении этого витиеватого процесса. Если у вас останутся вопросы или вы нуждаетесь в помощи, то смело пишите мне в директ Инстаграма или Фейсбука. Ссылки на свои социальные сети я оставлю в описании к этому ролику. Итак, начнем. Для покупки автомобиля в Германии используют самый популярный интернет-ресурс, который называется mobile.de. И сейчас я вам покажу, как искать автомобиль через этот сайт. Итак, перейдем к сайту, на котором мы будем с вами выбирать автомобиль. Посмотрите, вот так вот выглядит главное меню. Очень удобно, что можно выбрать язык. Смотрите, как много здесь разных языков. И очень удобно для русскоговорящего человека, что можно выбрать русский. И сразу весь сайт будет нам показан на русском языке. Выбираем автомобиль. Я выбираю Mercedes-Benz V-класса. Можно сразу установить цену, какую вы хотите, и какого года автомобиль. Я поставила 2018 года. Обратите внимание, что здесь есть расширенный поиск. Нажимаем на расширенный поиск и выбираем подержанные, новые автомобили, какие вы хотите. Я выбираю подержанный Mercedes-Benz V-класса. Здесь можно очень подробно выбрать различные функции, все, что вы хотите указать. Пробег, стоимость, мощность, лошадиные силы, даже цвет можно выбрать. Бензин, дизель, автоматическая коробка передач, полуавтоматическая, механическая. Я выберу автоматическую. Очень большой выбор различных опций. И вот здесь сверху нажимаем кнопку «Показать результаты». И посмотрите, как много сразу вышло вариантов по моему запросу. 1991 автомобиль вышел. И здесь уже после того, как вам сайт показал выборку, вы можете еще сделать сортировку по стоимости. Можно выбрать сначала дешевые, либо сначала дорогие, пробег по возрастанию, пробег по убыванию и год, например, сначала старые или сначала новые. Например, я выставлю сначала дешевые показать мне автомобили. Ну тут, конечно... Вот, например, интересный автомобиль, свежее объявление. Нажмем и посмотрим. Вот здесь очень достаточно много фотографий. Вот мне, например, интересно посмотреть салон внутри, в каком он состоянии, как выглядит. И как выглядит сам автомобиль. Посмотрите, здесь внизу очень удобное шаблонное письмо для продавца. Здесь вы просто вносите свое имя и ставите галочку напротив того вопроса, который вас действительно интересует. Это очень удобно. И это письмо будет автоматически переведено на язык продавца. То есть вам самому ничего не нужно переводить. И в конце просто отправляете это сообщение. Сайт невероятно удобный и логичный. Итак, перейдем с вами к процессу регистрации. Для начала вам необходимо пройти гомологацию своего автомобиля. Гомологация – это сертификация соответствия вашего автомобиля. Примерная стоимость гомологации составляет около 100 евро. Также вам необходимо будет оплатить налог на ввозимое транспортное средство.
Размер налога будет зависеть от марки модели вашего автомобиля, года выпуска и его стоимости. Учтите, что расчет налога процедура не быстрая. Налоговая может рассчитывать для вас налог до 1 месяца. Также необходимо пройти технический осмотр, если автомобиль старше 3 лет. И, конечно же, нужно пройти саму регистрацию, зарегистрировать автомобиль в Словении, сдать старые номера и получить новые. Обратите внимание, что регистрация у вас будет действовать до окончания срока действия вашего вида на жительство. И нужно обязательно не забыть продлить регистрацию до окончания вашего ВНЖ. И хорошо, что сейчас закон изменился, и у вас есть возможность продлить регистрацию автомобиля, независимо от того, получили вы уже карточку ВНЖ или нет. Обязательно необходимо застраховать свой автомобиль. Учтите, что страховка ОСАГО в Словении и вообще по всей Европе не дешевая. Например, на обычный автомобиль страховка стоит примерно 500 евро. Кстати, в одном из своих видео, вот по этой ссылке можете пройти посмотреть, я подробно рассказывала, какие расходы будут у вас на автомобиль в Словении. Друзья, на этом я обсуждение с вами регистрации автомобиля в Словении заканчиваю. И напоминаю вам, что вы можете обратиться ко мне за помощью. Пишите, пожалуйста, мне в директ Инстаграма или Фейсбука. Ссылки я оставлю в описании к этому ролику. До новых встреч, пока!